Добрый день! Приветствуем всех участников и гостей конференции. В течение более 9 лет мы с супругой Раушан изучаем и на практике применяем методы китайской имидж-медицины и хотим поделиться результатами своих исследований. Первый пациент – молодой человек Никита, 17 лет, из города Петропавловск. Диагноз западной медицины был поставлен в августе 2011 года, когда Никите было 10 лет. Гипотиреоз – недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, и гиповолемия щитовидной железы – уменьшенный объем железы относительно нормального показателя. То есть размер щитовидки не соответствовал возрасту пациента. У него был повышен уровень гормона ТТГ, тиреотропный гормон, что свидетельствует о том, что уровень выработки гормонов Т3 и Т4 снижены. Прежде чем рассказать вам о лечении, хотим дать короткую справку. Щитовидная железа – орган внутренней секреции, который вырабатывает гормоны, управляющие всеми энергопотоками в нашем теле. Она неразрывно связана с гипоталамусом и гипофизом, существенно влияя на их функционирование. В то же время существует и обратная связь. Эти отделы мозга управляют работой железы. Жизнедеятельность человека поддерживается метаболизмом, или, говоря проще, обменом веществ, в роли которого выступает набор химических реакций. Щитовидная железа – это своеобразная котельная для организма. Именно она запускает обменные процессы посредством выработки гормонов. Если гормонов вырабатывается слишком много, обмен веществ ускоряется, приводя к изнашиванию внутренних органов. Если же гормонов мало, организм замерзает, и в попытках согреться увеличивает количество жировой ткани. Также и при заболеваниях щитовидной железы симптомы неизбежно дают о себе знать. Собственные гормоны щитовидной железы отвечают за определенные процессы в организме человека. Их функции распространяются на все органы и системы. Щитовидную железу называют одной из самых значимых желез внутренней секреции, которая дирижирует работой всего тела. Виды гормонов щитовидной железы. ТТГ – тиреотропный гормон, вырабатывается передней долей гипофиза и стимулирует выработку гормонов щитовидной железы Т3, 3-йод-тиронин и Т4-тироксин. Т3, 3-йод-тиронин и Т4-тироксин отвечают за все обменные процессы, энергетические и вещественные, контролирует рост и развитие органов и тканей, включая центральную нервную систему. Принимают активное, если не сказать ключевое, участие в расщеплении жиров, выделении глюкозы, процессах усвоения белковых соединений. Их уровень влияет на концентрацию половых гормонов во время полового созревания, возможность зачать и выносить ребенка и за его внутриутробное развитие. С 2012 года нашему пациенту прописали гормон L-тироксин, который применяется при гипофункции щитовидной железы. 4 года приема гормонов улучшений не дали. Мама пациента обратилась к нам в начале 2016 года с просьбой помочь сыну. Ему было тогда 15 лет. Пациент часто ощущал слабость, быструю утомляемость, слабую сосредоточенность, рассеянность, головные боли, перепады настроения, с детства часто болел, имел низкую стрессоустойчивость и имел дефицит массы тела. Все это было следствием повышенного содержания в крови гормона ТТГ. Диагноз методами китайской имидж-медицины показал неправильные образы в области щитовидной железы, в голове в области гипофиза, в почках и в надпочечниках, предстательной железе и в печени. Нарушенные информационные связи мозг-щитовидная железа, мозг-надпочечники, были снижены функции легких и сердца. Мы с Раушан начали лечение методами китайской имидж-медицины и в первый наш приезд провели 3 сеанса. Порекомендовали пациенту после начала лечения пройти первую ступень цигун, что он и сделал. Лечение. Основной акцент в лечении мы делали на почки и надпочечники. Усиливали их функции, меняли образы. Работали с печенью, сердцем, селезенкой и легкими. Очищали их от неправильной энергии, усиливали функции и меняли неправильные образы. С самой щитовидной железой работали на всех уровнях, на физическом, и энергетическом, и информационном. Работали с гипофизом, налаживали информационные связи с щитовидной железой и надпочечниками. В течение 2 лет Никита приходил к нам 5 раз по 3 сеанса, больше у него не получалось.
В результате лечения методами китайской имидж-медицины у пациента к 2018 году после почти 1,5 лет после начала лечения увеличился суммарный объем щитовидной железы с 4,03 кубических сантиметра до 7,19 кубических сантиметра. И выровнялись размеры щитовидной железы по толщине, ширине и длине. За год с 2016 по 2017 год выработка гормона ТТГ снизилась почти в 2 раза, с 4,02 микроединиц, интернациональных единиц на миллилитр. Эти показатели еще были близки к максимальному значению, до 2,12 единиц за миллилитр, что уже соответствовало норме. В декабре 2017 года после очередного исследования врачи сняли пациента с гормона L-тироксина после их 5-летнего применения. Обследование в 2018 году показало сохранение уровня выработки гормонов щитовидной железы в пределах нормы, соответствующей возрасту Никите. Несмотря на то, что размер щитовидной железы Никиты все еще не соответствует с точки зрения западной медицины его возрасту, уровень гормонов, вырабатываемый ею, соответствует возрасту, что говорит о правильной и достаточной работе щитовидной железы, и это является очень хорошим результатом. В результате лечения у пациента ушли частые головные боли, слабость, быстрая утомляемость, ум стал спокойным и ясным, ушла рассеянность, стал эмоционально уравновешеннее, прибавил в весе, рост и все физические параметры соответствуют его возрасту. Никита с самого начала проявил большой интерес к практике Джуньянь Цигун, прошел все 4 ступени обучения и хорошо практикует. Ему очень нравится китайская имидж-медицина. Он прошел обучение у мастера Сюй Минтана в октябре 2017 года в Алматы и у нас в Раушан. Мы можем сказать, что у него очень хорошо получается применять методы диагностики и лечения китайской имидж-медицины. В этом году Никита свою маму и нас порадовал, поступив в Московский университет на факультет востоковедения, конкретнее на китайский язык. Малика, вторая пациентка, 24 года, из города Талдыкурган. Диагноз западной медицины – гипертиреоз и небольшой узел в щитовидной железе. Жаловалась на проблемы с менструальным циклом. Они были нерегулярные при помощи лекарственных препаратов. В течение года после замужества не могла забеременеть. Затем была замершая беременность. Диагностика методами китайской имидж-медицины показала неправильные образы темной участки в области гипофиза, информационные связи щитовидная молочная железа, физически ощущались множественные уплотнения в обеих молочных железах, связь щитовидная железа и яичники, печень матка. Неправильные образы были в почках и надпочечниках. Лечение китайской имидж-медицины. Лечение начали в феврале 2017 года, провели 3 курса по 5 сеансов. Лечили на энергетическом и информационном уровнях в первую очередь почки, надпочечники, яичники и матку. Запускали энергетическую систему, стимулируя 4 точки вокруг пупка, укрепляли иммунную систему, усиливая функцию печени, селезенки и тимуса. Работали с молочными железами, с гормональной системой, восстанавливали функцию щитовидной железы и гипофиза. Меняли неправильные образы и стирали информационные связи от головы к органам. Меняли образ во всем теле. Результаты. Показатели выработки гормонов щитовидной железы на февраль 2017 года АК-ТПО, так называется гормон, 139 единиц, при норме от 0 до 30. Это показатель уровня антител к тиреопероксидазе, являющийся катализатором для выработки гормонов Т3 и Т4, о которых мы говорили выше. Гормон ТТГ был у нее 10,73 единиц, при норме от 0,4 до 4 единиц, то есть превышал норму более чем в 2 раза. На апрель 2017 года гормон АК-ТПО был 127 единиц, а ТТГ уже 3,07 в пределах нормы. На август 2017 года АК-ТПО 101 единица, ТТГ 2,33. На сентябрь 2018 года АК-ТПО 33,3, ТТГ 0,697 единиц. По этим результатам анализов хорошо видна динамика улучшения показателей выработки гормонов щитовидной железы.
Самый главный показатель хорошего результата лечения – это, конечно, самочувствие пациентки. Физическое и психоэмоциональное состояние пациентки нормализовалось. Узел на щитовидной железе ушел. В этом году, 1 июня, у Малики родилась дочь. Чувствуют они себя хорошо. Третья пациентка – Юлия, 36 лет, из города Алматы. Диагноз западной медицины вначале был ошибочно поставлен как аритмия. Затем невропатолог, который ее консультировал, поставил диагноз гипоталамический синдром в форме панических атак. Пациентка жаловалась на то, что у нее появился страх смерти. Во время приступов испытывала ужас, панику, ощущала очень сильный холод во всем теле. Также у нее были симптомы бронхиальной астмы в виде удушья, и такие приступы у нее были несколько раз в день. Диагностика методами китайской имидж-медицины показала, что причина ее состояния в почках и надпочечниках. Были снижены функции печени, селезенки и легких, а также в неправильных информационных связях от головы к почкам, печени и к яичникам. Лечение. Лечили почки и надпочечники, меняли неправильные образы, давали энергию, стирали неправильные связи. Начинали сеансы с энергетической системы, 4 точки вокруг пупка. Прохлопывали все тело, открывали каналы, восстанавливали работу иммунной системы, работая с печенью, селезенкой и тимусом. Усиливали функцию лимфатической системы и легких. Особая работа проводилась на информационном уровне с головным мозгом. Стирали все неправильные образы и связи, улучшали коммуникацию головного мозга со спинным мозгом. В конце сеансов давали правильный пустой образ всему телу. Результат. Всем привет, меня зовут Юлия Соколова, я из города Алматы, мне 36 лет, я психолог, и я хочу коротко рассказать свою историю исцеления. Однажды я пережила очень сильный стресс, и у меня случилась остановка сердца и 8 часов комы. Я 8 часов провела в коме. После этого, так как я психолог, я проходила терапию, и мне полегчало, но хватило этого на 2 года. 2 года назад у меня случился сильнейший рецидив с паническими атаками, с судорогами, с очень сильным ощущением озноба и холода. Я в совершенном отчаянии была, не знала, что делать, потому что это происходило почти каждые 2 часа со мной в течение 2 недель. И я позвонила своему очень близкому другу Владимиру Алексеевичу, он является невропатологом, и он уже давно является клиентом Османа и Раушана, и он порекомендовал пойти к ним. Сразу хочу заметить, что уже после первого сеанса, который они мне вдвоем провели, мне стало легче, я перестала мерзнуть и прошли судороги. После 3-го сеанса я вышла от них, дыша полной грудью, как будто бы я ничего подобного до этого, никакой болезни, как будто у меня и не было. Конечно же, на этом я не остановилась. Я по их рекомендации прошла у них 3 ступени обучения для того, чтобы самостоятельно регулировать свою энергию, для того, чтобы укреплять свое здоровье. И также я благодарна им не только за то, что они в тот момент вернули меня к жизни, восстановили меня очень мощными своими методами, своей энергией, чистой, светлой, сильной энергией. Еще я благодарна за то, что они организовали мастер-класс самого мастера Сюйминтана, на котором я тоже побывала. И все это вкупе дало мне полное восстановление. На сегодняшний день я здоровая, счастливая женщина и занимаюсь своей работой как положено. То есть человек, который работает с людьми, должен быть здоров. Благодаря Осману и Раушан это сейчас происходит. Спасибо. На этом доклад мы свой заканчиваем. Благодарим вас за внимание. Мы от всей души желаем всем здоровья и счастья. Спасибо, учитель. Спасибо, учитель.